Слон стоял на одном и том же месте уже 3 дня. Подойдя ближе, люди заметили странный сверток, который слон усердно охранял. Когда сверток развернули, все закричали от увиденного. Такого они еще не видели. 21 марта 2025 года. Национальный парк Этоша, который располагается в Намибии. Один старый слон 3 дня стоял на одном и том же месте, не двигаясь ни на шаг, ни в одну из сторон. Как вкопанный стоял он под палящим солнцем, без еды и воды. Местные думали, что слон сошел с ума или просто выбрал место, где он сможет умереть. Но правда оказалась куда страшнее, чем все думали. Старого слона по кличке Хатхи местные знали очень хорошо. Он был спокойным, всегда давал себя погладить, а люди подкармливали его всякими вкусняшками. Он никогда не вступал ни в какие конфликты, не обижал детей, которые при виде него всегда бежали гладить или просто кормить слона. Хатхи всегда находился в одиночестве, без стада. Пока стадо ходит вместе, наш слон просто гуляет один. Но в этот день поведение слона насторожило всех. Он подошел к границе леса, выбрал густые сухие кусты травы и просто встал как вкопанный на этом месте. Проходили часы, сутки. Палящее солнце поднималось и заходило за горизонт, а Хатхи все это время стоял неподвижно, словно часовой на посту. Местные жители начали сильно беспокоиться за своего любимчика Хатхи. Некоторые были уверены, что слона смертельно ранили браконьеры, и он просто доживает свои последние дни в одиночестве. Кто-то думал, что он что-то охраняет, но никто не знал, что. Да и подходить было страшно. Хоть слон всегда и был спокойным, но тут ситуация непонятная. На 3-й день прибыли рейнджеры. Они знали, если слон не будет пить, он может умереть от обезвоживания. Они осторожно приблизились к нему. Рейнджеры ожидали агрессии, но произошло нечто неожиданное. Хатхи посмотрел на людей и медленно сделал шаги в сторону, словно приглашая и говоря: «Подойдите, посмотрите, что тут». Рейнджеры подошли к траве. Раздвинув густую сухую траву, они замерли. Внутри лежал грязный матерчатый сверток. Рейнджеры подумали, что это, возможно, мусор, принесенный ветром, но в следующую секунду раздался едва слышимый детский плач. Рейнджеры немедленно развернули ткань. Все закричали: «Не может быть такого! Как такое произошло?» Внутри оказалась маленькая девочка, с виду возрастом около годика. Ее кожа была пересушена, губы все потрескались от жажды. Но она была жива, и это самое главное. Позже выяснилось, что ребенок пропал 3 дня назад во время внезапной песчаной бури. Семья сбилась с пути, и в хаосе малыш исчез. Шансов найти ее живой почти не оставалось. Слон каким-то образом спас девочку и, закрывая днем своей тушей солнце, не давал ей умереть под палящим зноем, а ночью защищал от хищников. Он стоял и не отходил ни на сантиметр от девочки, наверное, понимая, если он уйдет, она погибнет. Когда ребенка подняли на руки, она тихо застонала, но уже так сильно не плакала, чувствуя, что теперь в безопасности. А Хатхи в этот момент издал глубокий протяжный звук. Возможно, это было прощание, возможно, что-то другое. Этого мы не узнаем никогда. Он взглянул на людей и девочку и просто ушел в сторону реки. На момент 29 июня 2026 года Хатхи все так же проживает в тех местах, и его по-прежнему любят и подкармливают. А девочка с родителями также приезжает навещать своего спасителя, старого слона по кличке Хатхи. Вот такая история. Подписывайтесь, будет много интересного.